Итак, к середине мая 1959 стало окончательно ясно, что версия огненных шаров сработала. Люди получили то, чего больше всего они хотят в ситуации ужаса и неопределенности, а это хоть какое-то объяснение. А тут еще совершенно неожиданно появилась лавинная тема, что оказалось тоже очень удобно, потому что там тоже отсутствовали конкретные виновники. Когда нашли травмированных Золотарева и Дубинину, ивдельские руководители перенервничали, побегали по кабинетам, посовещались, но в результате им удалось погасить лишние вопросы и этот момент замять. И постепенно произошло то, что мы уже много раз наблюдали в этой истории. Неопровержимые улики начали отходить на второй план. Сначала это были возгласы «А как они получили такие травмы?», а потом уже тише. Ну да, травмы были, но главное ведь таинственная стихия, огненные шары, строгий секрет, государственная тайна. И общественное внимание снова уплыло в сторону фольклора, который всегда красочнее скучных и неприятных, неопровержимых улик. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И как вспоминал Биенко, лавинная версия появилась как раз после 4 мая. Запустил ее Аксельрод, и когда его спросили, почему же тогда дятловцы бежали от лавины босиком, он охотно объяснил, что вниз ведет крутой склон, по которому безумно спускаться в полной темноте в скользких лыжных ботинках. Или Аксельроду хотелось как-то выделиться, или его кто-то подговорил болтать такую чушь. Аскенази нам рассказывает, какой разнобой все это вносило в умы населения. Но властям уже тогда никто не верил. Все понимали, что чиновники врут. И когда мы вернулись с поиска в институт, нас разрывали на части, требовали информацию. Мой друг, тоже студент УПИ Моисей Аксельрод, говорил, это была лавина. Я ему говорю, а ты бы испугался лавины? Он головой помотал. Так вот и Дятлов бы не испугался. Я много думал на этот счет и пришел к выводу, что никакая стихийная сила не могла погубить 9 здоровых, закаленных ребят. Не могли они просто так замерзнуть в тех условиях. Ну и опять же, эти необъяснимые травмы. Не пытайте, я не знаю, кто и почему их убил, но мне представляется это единственным объяснением их гибели. Конец цитаты. Вот вам пример человека, который не словился на базовый вопрос дятловедения, что выгнало туристов из палатки. Это интервью 2014 года, может, Аскенази и передумал под влиянием своих друзей-дятловедов, я не отслеживала. Таким образом, постепенно страсти улеглись. Любая власть знает, что простые люди заняты выживанием, работа, дом, это все скоро забудется. И Тиунов тоже очень точно обрисовал этот момент. Примечательно, что именно благодаря очевидцам огненных шаров многие поисковики крайне быстро позабыли о самой возможности нападения на туристов каких-то неизвестных вооруженных людей. Властям же это было только на руку. Более того, впечатляющие рассказы о фантастических шарах вкупе с таинственными недомолвками и неявными упоминаниями об исключительной государственной тайне, а также туманными намеками на опасные сверхсекретные испытания, сработали просто замечательно и позволили надежно запудрить мозги не только туристам, но и практически всем остальным любознательным гражданам. Конец цитаты. А 18 мая в Свердловскую прокуратуру приходит запрос от замначальника Следственного управления прокуратуры СССР Камочкина с просьбой сообщить о результатах следствия и принятом решении по делу о гибели 9 студентов-лыжников. Москва держит руку на пульсе. До них, видимо, долетела информация о странных травмах Золотаревой и Дубининой. Они-то думали, что решение о закрытии дела уже принято, а тут такое. Но прокурор-криминалист Иванов 18 мая еще только выносит постановление о назначении физико-технической экспертизы для выяснения причин гибели туристов, а именно радиологические исследования. Иванов хочет выяснить, имеется ли радиоактивное заражение одежды и частей тел погибших туристов. Производство экспертизы поручается главному радиологу города Свердловска Левашову. Как выразился Окишев, сами придумали ракетную версию, сами ее и пытались подтвердить.
И свердловские прокуроры в связи с этим послали одежду на исследование радиации, а сами стали копать в этом направлении. Окишев так и сказал: в направлении секретных военных тем. И тогда вышестоящие партийные товарищи поняли, что свердловские прокуроры слишком уж серьезно восприняли свою же собственную утку. В интервью 2016-го корреспонденты «Комсомольской правды» спросили Окишева: когда к вам поступили указания сворачивать дело, вы с Ивановым понимали, что вы столкнулись с какой-то военной тайной? На это Окишев ответил: ну как сказать, мы сами были инициаторами этой версии. И когда запросили Москву в отношении того, что не было ли таких-то вещей, связанных, допустим, с испытаниями нового оружия, у нас сразу отобрали дело. Но мы-то понимаем, что отобрали у Свердловских это дело не потому, что они были на правильном пути, а потому что полезли какого-то черта в секретное производство. Естественно, это было лишнее, потому что в Москве точно знали, что ракетная версия – это туфта. 20 мая в Свердловск уже приходит запрос из другого ведомства с просьбой сообщить о результатах следствия и принятом решении по делу о гибели 9 студентов-лыжников. Теперь беспокойство проявляет прокуратура РСФСР в лице замначальника следственного отдела Семенова. И вот 28 мая наконец-то выходит постановление о закрытии дела. Пусть даже без результатов гистологических исследований и физико-технической экспертизы. Итак, что в этом постановлении? Иванов скрупулезно перечислил ошибки Дятлова. И самое главное, он отсекает от числа подозреваемых любых охотников, что очень подозрительно, но это просто палево. Произведенным расследованием не установлено присутствие 1 или 2 февраля 1959 года в районе высоты 1079 других людей, кроме группы туристов Дятлова. Установлено также, что население народности Манси, проживающее в 80-100 километрах от этого места, относится к русским дружелюбно, представляет туристам ночлег, оказывает им помощь и тому подобное. Место, где погибла группа, в зимнее время считается Манси непригодным для охоты и оленеводства. Конец цитаты. И далее Иванов начинает хитрить. Учитывая отсутствие на всех телах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. Конец цитаты. Иванов потом очень гордился тем, как он выкрутился. Но на самом деле это все просто набор случайных слов. Что такое стихия? Это мощное, неконтролируемое природное явление, действующее без умысла и без сценария. Землетрясение, там ураган, лавина, пожар, возникший от молний. В этом определении нет места ни технике, ни экспериментам, ни ракетам со снарядами. Это что-то безличное, слепое и неуправляемое. Но Иванов назвал причиной гибели стихию, чтобы увести от человеческого фактора. Дальше уже не нужно объяснять, кто, как и зачем. Достаточно сказать сила, которую они не могли преодолеть. И на этом все закрывается. То есть Иванов сознательно выбрал максимально нейтральное и безопасное объяснение, которое автоматически выбрасывает из игры любые техногенные или человеческие версии. При этом Иванов не конкретизирует, какая это могла быть стихийная сила. Также его не смущает, что никаких признаков стихийной силы на месте преступления не обнаружено. Потому что любая конкретика автоматически повлекла бы за собой вопрос, как именно это произошло, соответствуют ли этому травмы, есть ли следы именно этого явления. А размытая до безобразия формулировка все эти вопросы снимает. Для Иванова главное, чтобы постановление о закрытии аккуратно завершило дело без лишних деталей, а все остальное фигня, потому что он знал, что до суда дело не дойдет. Но любой юрист заметил бы в постановлении два момента, которые не очень дружат между собой. Во-первых, медицинская часть содержит конкретные данные. Да, все замерзли, но при этом у троих тяжелые травмы.
симметричные переломы ребер, вдавленный перелом черепа, массивное кровоизлияние. Это выглядит как серьезное воздействие извне. И фраза Иванова «отсутствие внешних повреждений и следов борьбы» выглядит странно рядом с переломами ребер и черепа. Да, внешне выглядит все чисто, но внутри-то у потерпевших очень серьезные травмы. А прокурор-криминалист Иванов этого не поясняет аж никак. И во-вторых, заключение. Это верх непрофессионализма назвать причиной гибели какую-то стихийную силу без уточнения, какая именно это была сила, как именно она действовала, как она стала причиной таких травм. Но Иванов этим всем не парился. Его цель была втюхать в постановление месседжи, приятные для заказчиков. Людей посторонних не установлено, манси дружелюбные, борьбы нет, ценности на месте. Ура! Значит не криминал, значит стихия. В итоге Иванов свою задачу выполнил. Его стихийная сила – это универсальный ответ на все случаи жизни. Типичная отмазка. И таких отмазочных дел в СССР было миллионы. И Окишев признавался, что немало случаев в практике каждого следователя было, что они вынуждены были по долгу службы скрывать настоящие обстоятельства преступления. В итоге за недостатки в организации туристской работы и слабый контроль бюро Свердловского горкома КПСС наказало в партийном порядке директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря партбюро Заостровских, председателя правкома УПК Слободина, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева. Председатель правления спортклуба института Гордо с работы снят. В партийном порядке это наказание по административной или трудовой линии, увольнение, понижение в должности, строгий выговор. Но смысл тут в том, что Иванов выполнил запрос родственников погибших, требовавших хоть кого-то наказать. Понимая, что это как коровье седло, прокурор-криминалист заканчивает постановление такими словами. Учитывая, что между действиями перечисленных выше лиц, допустивших недостатки в постановке спортивной работы, и гибелью туристов нет причинной связи, и не усматривая в данном деле состава преступления, постановил уголовное дело о гибели группы туристов дальнейшим производством прекратить. Конец цитаты. И когда родственникам погибших сказали, кто надо наказан, то ясен пень, имелись в виду терпилы из спортивных организаций. 29 мая приходят результаты радиологических анализов, заключение эксперта Левашова. И это как раз тот момент, который детловеды раздувают до сенсации. А о чем же на самом деле говорят результаты экспертизы? Радиоактивное загрязнение присутствовало, но заражены были только отдельные участки одежды. Большая часть радиоактивности смылась водой. Эксперт указал, что вещи долго находились в проточной воде, а значит, они уже были частично очищены до экспертизы. Все это не выглядит как разовый взрыв где-то рядом, потому что тогда загрязнение было бы тотальным, равномерным и гораздо более сильным. А тут картина совсем наоборот. Как будто кто-то из дятловцев раньше, еще до похода, с чем-то радиоактивным контактировал, и это перенеслось на одежду. Тем более, что после промывки значения падают не до нуля, а это значит, что загрязнение частично въелось в одежду. В итоге эксперт признал, радиация есть, но, во-первых, она не имеет отношения к причине смерти, во-вторых, ее никак нельзя присобачить к стихийной силе. Что-то на одежде светится, но непонятно, откуда это и когда появилось. И большой вопрос, связано ли это с гибелью туристов. А вот гистологический анализ Ганца для нас мега интересен. Вспоминаем, как подробно мы исследовали акты Возрожденного. И вот гистология наши выводы сейчас или подтвердит, или опровергнет. Гистология – это анализ тканей под микроскопом, который позволяет установить природу изменений в тканях, воспаление, атрофия, дисплазия и так далее. Патибо. Мы помним, что он упал головой на что-то твердое. И эксперт отмечает, во-первых, кровоизлияние в коже, в дерме. Это означает, что кровь вышла в ткани при жизни или в момент травмы. И во-вторых, бурый пигмент.
Это последствия распада крови, гемоглобина и подтверждение, что кровоизлияние образовалось не мгновенно после смерти. Понятно, что гниение, вода, время уничтожили некоторые следы, но, несмотря на все это, экспертиза подтверждает, что травма ТИБО сопровождалась кровообращением, организм еще работал в момент повреждения, и даже в его сильно разрушенном теле остались следы прижизненных повреждений. Хотя тело и провело 2 месяца в воде, оно все равно рассказало, что его травмировали, когда человек еще был жив. Колеватов, по нашим предположениям, умер чисто от замерзания. Гистология это подтверждает. Отсутствие кровоизлияний свидетельствует об отсутствии значительных прижизненных травм. А Золотарев с Дубининой нам особенно интересны. По Золотареву. Во-первых, есть кровоизлияние в коже, в дерме, в мягких тканях, у перелома и в сердце, то есть травма сопровождалась кровообращением. Во-вторых, есть перелом ребра и кровь возле него. Это важно. Перелом случился при жизни или в самый момент смерти. И в-третьих, бесклеточные реакции. Это означает, что организм не успел отреагировать, дать воспаление, заживление и так далее. Иначе говоря, смерть наступила после травмы очень быстро. Вырисовывается такая картина. После сильного механического воздействия на грудь Золотарева случилось кровоизлияние, но у организма не было времени на реакцию. Он не успел запустить ответ на повреждение. После острой травмы наступила скорая смерть. А значит, Золотарев прожил после того, как ему сломали ребро, от нескольких минут до условно пару-тройку десятков минут. Но точно не часа. Потому что плоть его даже не успела обидеться на травму. Настолько быстро все закончилось. И вот бомбезная деталь. В грудине Золотарева кровоизлияния отсутствуют, зато они сосредоточились у ребра. И получается, что нагрузка на грудь была локальная, а никакое это неравномерное сдавление всего тела. Помните того Додика, горе-эксперта? Как будто машина перекатилась через Золотарева и Дубинину. Но гистология показывает, что давление было точечное, прямо на ребро, как мы предполагали, коленом. Таким образом, гистология подтвердила наши выводы, что Золотарев получил прижизненную сильную травму грудной клетки и умер практически сразу после нее. У Дубининой все схоже, с кровоизлиянием, бесклеточной реакцией, подъязычная кость без повреждений, а это минус для версии о ее удушении. После острой травмы Люда быстро угасла. И тут вопрос. Когда потом чистили дело, то проще простого было бы убрать эти экспертизы, ведь они кричат о криминале. Но удалили только какие-то показания Манси, а медицинские исследования оставили. И именно по ним картина преступления как на ладони. И здесь есть парочка возможных пояснений. Значит, это сделать было практически невозможно. Даже в СССР. Одно дело убрать неудобный допрос, не подшить бумажку, потерять показания, и совсем другое – официальные медицинские документы, гистология. Их нельзя было подделать или потерять. А во-вторых, цель чистильщика была не скрыть все и вся, а только сместить акценты. Не обязательно было уничтожать все доказательства, достаточно направить фокус к лавине, стихии, секретным испытаниям, ракете. А экспертизы? Что экспертизы? Их надо еще уметь прочитать. И уж точно никто тогда не думал, что через несколько десятков лет кто-то будет разбирать каждый синяк погибших дятловцев под микроскопом. – 29 мая на допросе свидетель Скорых. Зачем он понадобился? Прислал его показания прокурор Новолялинского района Першин. Потом этот Першин сделает головокружительную карьеру, кстати. В 1972 его назначат прокурором управления по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры РСФСР. Может потому, что умел Першин подсуетиться и раздобыть еще одного свидетеля секты огненного шара в середине февраля. 34-летний Скорых – начальник участка подсобного хозяйства бум-комбината. Вот как он описал это явление. Этот светящийся шар был похож на яркое солнце в тумане.
Шар двигался по прямой линии далеко от нас, но я обратил внимание на то, что свет этого шара беспрерывно менялся в определенном чередовании красного и зеленого света, вокруг которого в то же время постоянно сохранялся белый ореол в виде шара. Отсюда создавалось такое впечатление, что этот движущийся шар, меняющий окраску, находился в белой оболочке. Чередование красного и зеленого света производилось периодически. Шар очень быстро удалялся, и я его наблюдал только несколько секунд, после чего он скрылся за горизонтом. Никакого шума от полета этого шара я не слышал и считаю, что шар летел от нас на очень большом расстоянии. Конец цитаты. Такое впечатление, что Скорых видел совсем другой огненный шар, чем другие. Он ничего не говорит о его зависании, что шар осветил все вокруг, что двигался шумно или взрывался. Наоборот, он заметил короткий пролет, все было мирно, безопасно и очень далеко. Скорых так и говорит, не смог сориентироваться, все произошло мгновенно. Простой дядька, без выкрутасов, ничего не преувеличивает, ничего не достраивает и не фантазирует. Жена позвала, человек вышел, взглянул, о, что-то яркое полетело и исчезло. Из этого описания никак не выходит драматическая история, типа летала над людьми и что-то с ними делала. Просто красивый шар на небе, из которого дятловеды смастерили апокалипсис. 10 июня Клинову из Москвы поступила телефонограмма от Помгенпроксоюза 43-летнего Теребилова. Шлите информацию о принятом решении по делу гибели студентов-лыжников. Теребилов – это будущий министр юстиции СССР. 15 июня Клинов сообщил Теребилову, что дело гибели студентов выслано Авиа Уракову. Вот и все. Как говорит Эскинадзе, с этого момента все забыли о дятловцах. О них не упоминали ни на конференциях, ни вообще в разговорах. Встретил он там кого-то на улице и спрашивает, а что там про дятловцев слышно? А ему в ответ, какие дятловцы? Ты, кажется, спросила о каких-то дятловцах. Не было в природе никаких дятловцев и вообще я спешу на заседание. Вот слова Эскинадзе. Да что говорить, если Боб Мартюшев через 2 месяца после гибели группы в своем отчетно-перевыборном докладе ни словом не обмолвился о Дятлове. Через 2-3 месяца город успокоился, и сей факт уже мало кого трогал. Конец цитаты. 21-летний Мартюшев – это председатель турсекции УПИ, он погибнет ровно через 10 лет при спуске на Кавказе. После проверки в Москве дело возвратили в Свердловск 11 июля 1959 года. При этом прокуратура СССР не давала указаний засекретить дело. Оно какое-то время хранилось в секретном архиве из-за той радиологической экспертизы. Но потом, когда радиология перестала быть чем-то секретным, дело сдали в обычный государственный архив Свердловской области, где оно валялось на подоконнике, пока его там не нашли. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И у нас осталось еще 2 серии на послесловие и подведение итогов всей этой трагической истории. Потому что, как вы теперь понимаете, невозможно было просто так взять и сказать, вот что произошло с группой Дятлова, и на этом поставить точку. Слишком далеко все зашло. За десятилетия вокруг этой трагедии вырос целый отдельный мир со своими легендами, героями, мифами, страхами, штампами, ритуальными спорами и даже собственной религией посвященных. И если разбирать только сами события 1959 года, игнорируя, что потом выросло вокруг них, картина была бы неполной. Потому что история группы Дятлова – это давно не история гибели туристов. Это история о том, как рождаются легенды, как слухи превращаются в общеизвестные факты, как люди начинают жить внутри красивых версий и как сама тайна иногда оказывается для общества важнее правды. Потому что одно дело слушать про ракеты, шпионов, НЛО, секретные испытания и загадочные смерти, и совсем другое, когда тебе начинают показывать механизм, как все это вообще возникало в твоей собственной голове. А это уже не так весело. Это бьет по нервам, тайны рассыпаются, магия исчезает, и тогда люди начинают цепляться за свои легенды, как за спасительные соломинки.
Ведь им обычно интереснее потреблять фольклор, чем наблюдать, как он собирается буквально из слухов, эмоций и неправильно поставленных вопросов.